Как же все-таки много в нашем обществе нехороших людей. Вчера, друзья, на старенькой своей машинке поехали в торговый центр, чтобы прикупить ребенка по вещам. Обновить, так сказать, вещи. И вот мы подъезжаем к торговому центру, и, казалось бы, будний день. Время не вечернее, но парковка возле торгового центра просто забита ужасно. Вдруг в какой-то момент я вижу, что вдали парковки освобождается одно парковочное место. И когда эта машина выезжала, оказалось, что там два парковочных места. И тут, откуда ни возьмись, перед моим капотом появился Volkswagen. Такой высокий, знаете, не дешевый Volkswagen, такой дорогой Volkswagen. Думаю, ладно, пусть заезжает, паркуется, а я уже за ним заеду и запаркуюсь на последнее парковочное место. И вот этот Volkswagen начинает парковаться. Юзал вперед-назад. По моим ощущениям, я предполагал, что он притирается, чтобы занять одно парковочное место. Я стою, вежливо жду, когда он уже наконец-таки запаркуется. Он видит меня, что я ожидаю, когда он запаркуется. И в итоге эта редиска стала своим Volkswagen на два парковочных места сразу. Намеренно для того, чтобы он стоял своим Volkswagen сразу на двух парковочных местах и чтобы больше никто не смог там запарковаться. И я подъехал поближе посмотреть и убедиться, что эта редиска точно нехороший человек. Смотрю, действительно, стал на два парковочных места. Но самое ужасное произошло тогда, когда он вылазил со своей машинки. Этот нехороший человек с такой гордостью, с таким восхищением за свой поступок, у него как бы читалось у него в глазах в мою сторону якобы: ну что ты мне сделаешь, холоп ты вонючий, на своей старенькой табуретке. Ты что, не видишь, какой дядя приехал, на какой машинке? Конечно, я не буду оставлять тебе никакое парковочное место. Ты шо, лошара, ожидал, что я подвинусь, чтобы ты смог запарковаться? Что-то вроде этого я прочитал у него в глазах. Такое восхищение и гордость за свой гнилой поступок. Я посмотрел на него, он посмотрел на меня. В моей машине сидит дитё. Я не хотел с ним дискутировать, потому что это завязалось бы в какую-то разборку. И я поехал с парковки с мыслями о том, что ладно, карма тебя догонит. Как говорится, что ты сеешь, что ты и пожнешь. И вот спустя 15 минут примерно, когда я нашел парковочное место где-то за 500 метров от торгового центра, а может быть и дальше, я возвращаюсь на эту парковку, чтобы посмотреть на эту машину. Мне хотелось посмотреть номера и еще раз посмотреть в глаза этой редиски. Я ожидал, что я его встречу, что я его там увижу. Хотя четкого плана действий у меня никакого на самом деле не было. Мне просто хотелось туда вернуться, на эту парковку. И когда я туда пришел, то Volkswagen того уже там не было. А на этом месте абсолютно нормально были запаркованы машины среднего класса. Два этих парковочных места были заняты двумя другими какими-то машинами. Но я стал и задумался, а сколько таких редисок вообще в этом торговом центре в данный момент? Вот сейчас прям, когда я здесь нахожусь. 20, 30, 1000 может быть. Сколько из всех людей, которые находятся в торговом центре, включая меня, сколько из нас редисок, нехороших людей? Сколько из нас тех, кто за такой гнилой поступок будет этим гордиться? А сколько таких людей в этом городе, в котором я сейчас нахожусь? А сколько их в стране, в которой я живу? А сколько их вообще в целом мире? И вообще лично я, не один ли я из тех редисок? Возможно, я поступаю в своей жизни как-то неправильно, но считаю это нормой и нормальным поведением. Возможно, мне самому есть что в себе исправлять, чтобы стать еще лучше, чтобы никак не влиять на качество жизни других людей, как эта редиска повлияла на качество моей жизни. Потому что, когда он с тобой так поступает, то ты уезжаешь с парковочки с мыслями о том, что все-таки как много грязи в нашем обществе. И ты начинаешь этому обществу еще больше не доверять. Ты еще больше убедился в том, в очередной раз, что общество грязное. И что в этом обществе нужно выживать как зверям в джунглях. Как будто ты хочешь поступать дальше так, как он с тобой поступил, со всеми, типа трупом. Плевать на всех, плевать на мораль, плевать на правила. Ты хочешь поступать так же, как и он, со всеми, потому что ты злой и обижен. И я думаю, что эта редиска, который со мной так поступил, он сам однажды столкнулся с подобным поведением. И на него это повлияло.
И он начал жить по-другому, как зверь в джунглях. Плевал он на всех, плевал на правила, плевал на мораль. Теперь он выживает, и у него неплохо получается. Конечно, карма его догонит. Когда-нибудь стукнет ему лет 60, 70, и он уже не будет такой альфа-самец на крутом Volkswagen там, и с прессом денег. И рано или поздно он встретит таких же альфа-самцов, как он сам был когда-то, которые скажут ему: «Эй, дедуля, что ты здесь стоишь? Вали нафиг отсюда». И дедуля задумается над тем, как он свою жизнь прожил, если, конечно, задумается. А меня к тому моменту вполне возможно уже вообще на этом свете не будет. Но на качество моей жизни он уже повлиял сейчас. И поэтому во имя справедливости, справедливость должна быть сейчас, а не когда-нибудь, когда ему будет 70. И я вот думаю, что толку, что я с ним вступил бы в какую-то полемику, в дискуссию на этот счет. Мы бы начали спорить, он бы начал мне доказывать, что он прав, я бы начал доказывать ему, что я прав. Мы бы ни к чему не пришли, и это не дало бы никакого результата. Он бы не воспринимал мое мнение, а я бы не воспринимал его мнение. Потому что у нас разное воспитание, или даже не в воспитании, а в взглядах на жизнь. Да? В моих взглядах на жизнь это не норма, а в его это норма. Конечно, если бы у меня был какой-то вес в этой жизни, например, если бы у меня была бы страховка там каких-то адвокатов, лучших юристов, связи в полиции, там каких-то начальников полицейских и так далее, скорее всего, я бы просто перекрыл ему дорогу и стоял бы до тех пор, пока он бы сам не понял, что так поступать нехорошо, потому что если ты с кем-то поступаешь нехорошо, то сразу же можешь столкнуться с тем же, что и с тобой поступают нехорошо. И если бы у меня действительно какой-то был бы вес, то ему пришлось бы понять, что не такой уж он и альфа-самец, не такой уж у него и крутой автомобиль, и вообще он не такой уж крутой дядя. И что надо с людьми немножко вести себя культурнее и правильнее. Но, к сожалению, у меня такого веса нету. Но, с другой стороны, я уверен, что если бы в голове этой редиски была какая-то совесть, то он бы и не поступал бы так. И это лучше, чем иметь какие-то связи, какой-то вес и так далее. Лучше, когда мы в обществе видим людей, у которых в голове есть совесть, и они себе не позволяют поступать подобным образом. И если вам кажется, что эта ситуация коснулась конкретно меня, то вы ошибаетесь, потому что такая редиска ведет себя абсолютно одинаково везде. На дороге, в магазине, в больнице. Где бы вы ни встретили эту редиску, вы столкнетесь с подобной ситуацией и с подобным отношением в вашу сторону. Человек никого за людей не считает, и своими плохими поступками он гордится. И я думаю, что самый лучший способ бороться с этим — это действовать сообща, действовать вместе. Вместе просветляться, вместе разбирать такие истории, анализировать их и делать правильные выводы. Тогда наше общество будет чище, морально чище. И тогда наша жизнь будет протекать более качественно. Насколько качественно, зависит от нас. И тогда наши дети будут жить на этом свете в удовольствии, хоть в какое-то, а не просто отбывать свое время жизни, все глубже и глубже проваливаясь в эту грязную яму. Потому что когда общество грязное, то уровень жизни, качество жизни каждого из нас очень низкий. И это в другой раз вообще невозможно назвать жизнью. Многие из нас задумываются над смыслом жизни и говорят: а какой смысл вообще жить, если общество такое грязное? Молодые люди задумываются: а зачем этому обществу давать вообще новую жизнь? Зачем я буду рождать детей? Зачем их рожать сюда, в эту грязь? Для того, чтобы им манипулировали, для того, чтобы его однажды сделали наркоманом или каким-нибудь гомосексуалистом, потому что это сегодня норма. Но я вам точно могу сказать, что я один грязное общество не изменю. Это нужно делать нам вместе. Именно поэтому я рассказываю эту историю. И пусть меня услышит 2 человека или 3 человека. Но я надеюсь, что эти 2 или 3 человека, как и я, столкнувшись с такой грязью в своей жизни, не будут уподобляться этой грязи и не будут дальше эту грязь размножать. Как и я, они скажут: я не буду становиться еще одной единицей грязи. Я буду бороться против этой грязи, чего бы мне это ни стоило. И начинать бороться с этой грязью нужно с себя.
Пересмотреть нужно себя и прислушиваться нужно к людям, которые подходят вам и говорят: ты неправильно поступил. В взгляде которых вы ловите что-то негативное, что-то осуждающее. Задумайтесь над тем, почему этот человек на вас таким осуждающим взглядом смотрит. Потому что, возможно, вы думаете, что вы поступаете абсолютно нормально. Например, стою, курю на остановке. Что здесь такого? Но если вы видите, что вас кто-то осуждает взглядом, задумайтесь над тем, что вы делаете ненормального. И не стесняйтесь признавать свои ошибки. И не стесняйтесь себя менять. Не стесняйтесь и не бойтесь себя изменить к лучшему. Потому что, изменив себя к лучшему, вы измените свое качество жизни к лучшему. И я думаю, что в наше время по всей земле упал просто уровень культуры. И поэтому наша жизнь похожа на сплошной ад. И это нам нужно менять вместе. Мы должны вместе воспитываться, вместе анализировать над своим поведением, вместе делать выводы и пытаться, что есть сил, пытаться быть лучше, не уподобляться этой грязи. Тогда и жизнь наша изменится. А самое главное, если мы не горды, а это очень плохо, когда человек гордый, то самое главное, что жизнь для наших детей будет лучше. Это важно. Поэтому, если меня смотрит хотя бы 2-3 человека, я надеюсь, что вы меня поняли, вы поняли то, что я хотел донести до вас. И надеюсь, что вы тоже присоединитесь к этому общему делу.